Всех приветствую! Посмотрим, что сегодня у нас на рынке криптовалют. Запишем прогноз, обзор разных криптовалют. И начнем, как всегда, с биткоина. Вчера у нас был небольшой пролив, но он был в рамках допустимого, так как, напомню, что я как минимум ожидаю, это посещение предыдущих хаев. Вот сюда. Если конкретней по структуре, я ее здесь не размечаю, но для напоминания 1, 2, 3, четверочка в треугольнике и наверх в 5. Пока все у нас в рамках данного движения, я в принципе спокоен. К тому же, если отметить трендовое движение по лоям, то данный тренд восходящий еще даже не пробит вниз. Так что беспокоиться не о чем. Это было всего лишь вытряхивание из рынка. На биткоине по-прежнему пока флэт, коррекция. Посмотрим эфириум. По эфириуму все то же самое, немного пролились вниз, но ничего страшного не произошло. Предыдущие цели также актуальны, также движение вверх пока в приоритете. Смотрим Ripple. По Ripple мы скорректировались, но немного не добили до расчетной зоны коррекции, хотя нет, вполне, вот немного цепанули. Будет ли движение наверх с данных уровней, либо мы еще раз обновим лои, это не так важно пока мы сохраняем приоритет на движение вверх. Также продолжает тренд быть восходящим, и по Ripple, как минимум предыдущие хаи, все еще нас ждут. А вероятнее даже и перехай. Посмотрим ADU. По ADE выполнили прогноз, дошли мы до нужного значения, до нужной зоны. И я предлагаю все это снести и посмотреть на картину снова глобально, что у нас здесь обновилось. По ADE здесь на рынке такой флэт, дергание то вверх, то вниз, тени и сверху, и снизу. И здесь однозначного какого-то приоритета не выделить. Точнее сказать, структуры не выделить. Потому что тренд у нас также идет пока восходящий. Лои у нас повышаются, но и хаи тоже понижаются. Если это у нас треугольник у нас в предпоследней волне старшего порядка. А это значит, что как минимум еще один выстрел наверх вполне можно ожидать. По ADE стоит понаблюдать за характером движения, куда он выйдет из этого треугольника, пока он прижат к нижней границе, но вниз так и не пробивает. Если не в позиции, то не входите. Я бы этого не стал делать. Из ADE я вышел, у меня сейчас в ней ничего нет, я пока за ней только наблюдаю. И ничего такого хорошего в ней пока не вижу. Посмотрим Dash. По Dash также все актуально, идем наверх. Даже вот этот наш локальный восходящий тренд вниз не пробит. Объемы у нас повышенные, все нормально. Прогноз в силе, идем в отмеченную зону, как минимум. Глянем Polkadot сегодня. По Polkadot также в отмеченную зону пришли и пробили ее наверх. Давайте тоже это снесем и посмотрим, что у нас сейчас на данной монете происходит. А происходит у нас здесь на дневках дивер, который с большей вероятностью будет отрабатывать вот сюда, обратно в 15-16 долларов. Как быстро это произойдет, пока непонятно, но дивер отрабатывать должен в эту зону. Давайте посмотрим на ближайшие перспективы. Здесь тоже у нас индикатор вниз, объемы вниз. Polkadot выглядит не очень сильно, и поэтому слишком высоко его не стоит, мне кажется, ждать. По крайней мере, на данный момент график ничего выдающегося не показывает. Больше даже показывает, что вероятность вниз сходить выше. Из последнего импульса можно отметить, что здесь просматривается вот такое движение. 1, 2, 3, 4, 5. Так что вверх-то мы еще, может, исходим, но не сильно. Давайте посмотрим, если движение здесь закончено и ниже мы не пойдем после вчерашнего пролива, то вот она у нас расчетная зона, куда ориентировочно мы можем еще сходить. Но здесь, конечно, есть вот такая круглая цена в 50. Она может психологически сыграть, и 50 мы можем и не пробить. То есть в 50 или там в 49 с копейками можем удариться. Это совпадает также и с прогнозом по биткоину, по другим монетам, что у нас еще один прострел вверх ожидается перед тем, как слив более крупный стоит ждать. Вот такие дела пока по Polkadot. Дивер на дневках не стоит сбрасывать со счетов. На 4 часах также силы особо тут нет. Давайте BNB глянем. BNB
Также в отмеченные зоны он посетил и пошел даже наверх. Смотрим еще раз на монету со стороны, так сказать. Здесь также на дневках дивер. Здесь у нас очень похоже на треугольник. А треугольник он предпоследний в волне старшего порядка. Поэтому вот это уже была и идет ожидаемо последняя волна, после которой будет слив. Куда этот слив пойдет? Пока, как я вижу, вот на эти уровни, вот в эту проторговку. То есть в район 130 вполне Binance Coin может слиться. Не завтра, там не послезавтра, хотя кто его знает, но вполне может туда сходить во время глобальной коррекции. Давайте на 4 часах глянем, что у нас здесь приходит. Здесь даже на 4 часах уже тоже дивер. Здесь опасно уже входить. Здесь даже уже рассматривать, не знаю, я бы не стал сюда входить. Сейчас вообще на подавляющем количестве монет появились на больших таймфреймах диверы, дивергенции, которые говорят о том, что близка зона, из которой мы пойдем вниз. По BNB также я бы не входил и посмотрел бы со стороны. Litecoin также из отмеченной зоны мы развернулись и сходили в другую отмеченную зону, скорректировались, пошли выше. Давайте также глянем его еще раз со стороны, так сказать, на дневках. Так, на дневках мы тоже пришли на предыдущие хаи и уже очень неплохая дивергенция, которая должна нас вернуть вот сюда. На данный уровень, как минимум, на 150 мы можем также вернуться. Поэтому не забывайте подпираться стопами, если вы еще в лонгах, чтобы не потерять свои деньги. Линию здесь тренда мы даже вот отсюда она длится. Ложно пробили и ушли наверх. Пока тренд восходящий, но слабость рынка уже налицо. Уже видно. Здесь уже и хаи у нас пониже. Здесь, правда, перебили, но вот эти пока не перебили. Если рассматривать последний импульс, то здесь еще есть объемы, но опасно уже. Здесь даже какие-то целевые зоны рассчитывать бесполезно, потому что мы уже достигли минимальных значений предыдущих хаев и можем либо развернуться, либо забросы будут какие-то небольшие, мне кажется. Пока так вижу. Думаю, еще раз забросит, потом уже пойдем на более серьезную коррекцию. По рублю все-таки мы еще раз посетили эту зону. Это у нас выглядит как такой классический пятиволновой импульс, после которого ожидается коррекция вниз, и наш рубль можно переименовывать в рубль. Потому что без боли смотреть на такое, это, не знаю, с каждым днем у тебя в кармане просто меньше и меньше денег становится, если они в рублях. Если движение у нас завершилось, и мы не дадим еще один прострел наверх, то зона, где стоило бы прикупить еще рублей, если у вас, естественно, долларов прикупить, если у вас остались рубли, то это вот эти значения. То есть по 76 это будет нормальная цена для закупки долларов. 75, 76, вот она ценовая зона, вот она, вот эта проторговка. Если мы сюда и возвращаемся, то это нормальная цена для покупки долларов, потому что следующее движение у него по классике будет наверх. Следующая зона у него, у рубля, вот здесь. По 80, как минимум по 85. Скоро мы увидим рубль. Индекс доллара посмотрим. Индекс доллара по плану также вниз. Думаю, вот эту все можно уже штуку удалять. Все это у нас все хорошо отработало. Так, вот эту зону сейчас я перепроверю. Ну, кстати, вот отдалил я, и здесь уже не так все прекрасно выглядит. Мы вот этим пиком зашли за пик волны 1. То есть это не 4-я волна. Все, конечно, по движению совпало круто и классно, но по самой структуре это совсем не то. Что же сейчас здесь у нас происходит по индексу доллара? Сейчас посмотрим. В принципе, здесь может быть вот такая история, что вот здесь завершилась тройка, и сейчас мы находимся в 4-ке. В принципе, правильно. Только уровни сейчас мы немножко по-другому рассчитаем. Так, зона 4-ки для коррекции, вот она. Все нормально. Мы ее немного цепанули как и надо. Это убираем. Зону убираем. И куда при таком раскладе можно ожидать движения вниз, если 4-ка у нас завершилась. При таком раскладе мы еще ниже должны будем пойти. Как это соотносится? То есть доллар будет слабеть, и рубль будет слабеть при этом. То есть рубль будет настолько слаб, что он при падающем долларе будет падать еще быстрее. Это надо суметь.
Не знаю, как так произойдет, но пока вот так вот видно. Ну, в принципе, что в принципе сейчас и происходит. Доллар падает, и рубль падает. При растущей нефти, при падающем долларе рубль тоже падает. Удивительная валюта. Надо будет по ней отдельный видос, что ли, сделать. Посмотреть историю там с 90-х годов. Глобально, куда мы ждем рубль. Но здесь классическая трехволновка. Раз, два, три. Единственное, что здесь может быть, что она может трансформироваться в 5-волновый импульс. За этим надо будет понаблюдать, но если мы хотим, чтобы биткоин пошел наверх, индекс доллара должен идти вниз. В ближайший год была именно такая корреляция между ними. Пока основной сценарий это вниз. Посмотрим. Здесь очень похоже на заходной импульс вниз. Сейчас ожидается небольшая коррекция и потихоньку снижение дальше вниз. Пока вот так вижу. Посмотрим монету из комментария. Это One Inch просили. Так, что мы смотрели? Мы, похоже, вот здесь где-то смотрели и ожидали движения наверх. В принципе, это движение мы также получили. Не помню, когда мы смотрели. Ну, получается, это 16 марта, что ли. Да, почти месяц назад смотрели. И мы здесь продолжали все это время флетить. Что у нас здесь сейчас происходит? Если это волна 1, 2, мы здесь ничего не пробили, то 3 у нас также вот здесь по плану. Мы сюда пришли, получили объемы повышенные. А это значит, что прогноз тот еще у нас нормально себя показывает. Мы пришли в волну 3. По ее завершению немного откорректируемся. Здесь совсем немножко, потому что пик волны 1 уже здесь. И за него мы не должны заходить. То есть после волны 3, где бы она ни закончилась, пока она еще идет, будет волна 4 и далее волна 5. Ориентировочная зона у нас также актуальна вот здесь. То есть вот сюда по One Inch по-прежнему ждем. Ждем. Прошлый прогноз у нас показывает себя очень хорошо. Ну давайте, раз здесь ничего перерисовывать не надо было, глянем еще одну монету. Это BitTorrent BTT. Вот здесь не так все хорошо. Здесь мы ее смотрели давным-давно. Но это пампуш. Здесь мы ожидали коррекцию, после которой должны были пойти вверх. Но мы не скорректировались по той форме, как ожидали. Коррекция получилась неглубокой. И пошли наверх, просто дико-дико растянули. Вот даже видите по индикатору. Вроде тройка, все классно. Здесь снижаемся, здесь заканчивается волна. Должны были пойти вниз. Но здесь подвезли нам неплохой памп. И троечку нам растянули. Так, ну давайте посмотрим издалека еще разок. Вон, куда улетело ж. Так, на дневках. Ну это, как вы уже и так знаете, это у нас тройка. Так себя ведет. Если по классике смотреть на волны. И здесь у нас вот такое растяжение получается. Даже нет, даже еще у нас одна здесь волна. Даже еще одна однерка. Сюда пятерка, сюда тройка. Четверка, тройка. Сюда пятерка. Ниже 4 часов спускаться не буду ковырять. Но, допустим, если мы здесь завершили тройку и сейчас мы в четверке, то нас ожидает как минимум возврат на предыдущие пики. Так как объемы у нас здесь еще большие и дивера у нас здесь нет. Все у нас здесь неплохо пока. Зона коррекции. Вот она. Мы как раз сейчас в ней. Дали прострел наверх. Пока это не похоже на заходной импульс. Но он вполне им может стать в ближайшем будущем. Предположим пока здесь, что мы завершили четверку. И ближайшая зона это предыдущие хаи. По их достижению уже можно будет смотреть на структуру, на объемы, на другие факторы и прикидывать, куда мы можем пойти дальше. Гляну еще одну монету не из комментариев, но смотрел ее недавно, и я в ней. Вот здесь Чилис монетка. Мы были на хорошем уровне, дали прострел наверх. Вот здесь было неплохое движение, где можно было брать и идти вверх. Но так как мы уже прошляпили это движение, я здесь не входил, но вот после вот этого заходного импульса я заходил, и, как вы уже, наверное, понимаете, вот здесь был у меня стоп, и я его благополучно поймал на вчерашнем сливе. Но после него, после этого бритья стопов, мы получили снова заходной импульс, и я снова здесь зашел. Стоп у меня сейчас вот здесь. Можно делать ставки. Словлю я стоп второй раз или пойдем наверх. Но здесь в чем плюс? Здесь у нас было
меньше объемов, здесь у нас получилось еще больше объемов, получили еще больше топлива на движение наверх. И что радует, это очень похоже на ложный пробой уровня. То есть мы пробили уровень и откупились резко обратно на объемах. Здесь больше вероятности, что мы пойдем наверх, и я снова в рынке по данной монете. Цели все те же, предыдущие хаи. А это от данных уровней, сколько там, не вижу даже, настолько много. Ну, около 100%, 95-96%. Надеюсь, стоп не выбьют, и я до туда дойду. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Славлю ли я стоп? Какое мнение по рублю, биткоину? Удачной торговли и счастливо!